Раз, два. Как? Слышно? Проверка? Ага, все, хорошо. Итак, уважаемая комиссия, сегодня 28 июля 2026 года. Меня зовут и сегодня мы с вами пройдемся по делу Ичиго Куросаки. Если позволите, я приступлю. Итак, несколько дней назад в распоряжение института попал строго засекреченный документ. Отчет о событиях в городе Каракура, составленный в ночь первого появления Ичиго Куросаки в облике шинигами. Большая часть текста уничтожена, имена свидетелей скрыты, а само дело почему-то было закрыто еще до начала расследования. Однако, сохранившихся данных достаточно, чтобы поставить под сомнение официальную версию. Итак, давайте восстановим события той давней ночи. Пустой добирается до Ичиго, руки пронзают его грудь мечом, происходит вспышка. После этого человеческое тело Ичиго больше не участвует в сражении. Вместо него появляется душа с огромным клинком. Никто не проверяет его пульс, никто не подтверждает, что он выжил, никто даже не задает этот вопрос. Единственным очевидцем событий была Кучики Рукия, но она крайне ненадежный свидетель, и далее вы поймете почему. В ту ночь Ичиго не получил силу шинигами. В ту ночь Ичиго... Официальная версия Готэи 13 проста. В ту ночь Ичиго незаконно получил силу шинигами, и все просто приняли это на веру. Но какого черта, я вас спрашиваю? Дело имеет слишком много неувязок, поэтому нам необходимо в нем разобраться. Вернемся на место преступления. Рядом с домом Куросаки появляется Пустой. Рукия вступает в бой, получает ранение, и после этого она предлагает Ичиго передать часть своей силы. Ичиго берется за клинок, Рукия направляет меч в грудь, и вот здесь мы должны задать главный вопрос расследования. Почему передача силы шинигами выглядит в точности как убийство человека? Официальная версия предлагает нам считать, что это магическая процедура, но визуально происходит следующее. Живого человека пронзают оружием, способным взаимодействовать с душами. Ну и после этого бой продолжает его духовная форма. Кроме того, Ичиго получает огромный занпакта и с легкостью уничтожает Пустого, хотя до этого никогда не сражался как шинигами. Рукия собиралась отдать Ичиго лишь часть силы, однако он забирает все. Она сама не ожидала такого результата. Передача силы вышла из-под контроля, потому что силу получил уже необычный человек. Пустой успел убить человеческого Ичиго, а Рукия пронзила мертвую или уже умирающую оболочку. После чего наружу вышла духовная сущность, которая находилась внутри нее. Но здесь возникает вопрос. Кому вообще нужна была смерть Ичиго? Кто мог заранее подготовить подмену? И главное, зачем уничтожать человека, который и без того обладал огромным потенциалом? Ответ заключается в одном слове – контроль. Живой Ичиго был слишком ненадежным участником эксперимента. Он мог отказаться от сражений, мог решить, что спасение общества душ его не касается, мог сбежать во время тренировок Урахары, особенно увидев, что чокнутый торговец в Панаме собирается обрезать ему цепь судьбы и бросить в яму. Мог проиграть раньше времени, мог погибнуть там, где не требовалось. В общем, он мог в любой момент принять решение, которого не существовало в плане. А человек, способный принимать собственные решения, является плохим инструментом. Зачем надеяться, что Ичиго добровольно пройдет через всех подготовленных противников, если его можно заменить существом, которое будет сражаться при любой угрозе? Существом, чья природа заставляет его становиться сильнее после каждого смертельного испытания. Существом, которое будет защищать тело, семью и людей вокруг него, потому что воспринимает их как собственные. Буквально кукла, обладающая воспоминаниями Ичиго, его лицом и его стремлением защищать близких, но при этом лишенная возможности покинуть эксперимент. Ведь обычный человек может отказаться играть предназначенную ему роль. Но существо, которое уверено, что оно и есть главный герой, будет исполнять ее до самого конца. И существовал только один человек, который знал об Ичиго достаточно много, чтобы подготовить такую подмену. Человек, наблюдавший за ним еще до рождения. Человек, способный управлять восприятием свидетелей. И человек, который позднее лично признался, что все это был его план.
Айзену был нужен не живой Ичиго. Ему был нужен управляемый герой. В одном из позднее рассекреченных фрагментов видеохроники Айзен лично подтверждает, что все основные сражения происходили в соответствии с его планом. И важно заметить, не некоторые, не самые важные, а все. Айзен перечисляет противников практически как пункты лабораторного отчета. Встреча с Руки пробуждает силы Шинигами, бой с Ренджи учит Ичиго взаимодействовать с Занпакто, Кинпачи заставляет его глубже поднимать собственную силу, Бякуя пробуждает силу Пустого, Гринджоу помогает освоить пустификацию, Улькиора вытаскивает наружу еще более опасную форму. К тому же он сказал, что и все связанные события — дело его рук, и Ичиго он знает с самого рождения. Архивные кадры это также подтверждают, так что вина Айзена — это установленный каноничный факт. Но что же делать с очевидцем, спросите вы? Напоминаю, Занпакто Айзена Кьёка Суигетсу. Его способность позволяет полностью управлять восприятием человека, который хотя бы один раз увидел высвобождение меча. Зрение, слух, обоняние, осязание, даже восприятие формы, положения и личности объекта. В дальнейших хрониках Общества душ Айзен использовал эту способность для инсценировки собственной смерти. Тогда Кьёка Суигетсу убедила множество опытных шинигами, что живой человек является мертвым телом. Логично, что обратная операция также возможна. Айзен без проблем мог убедить Рукию, что мертвый человек продолжает жить. Но кем же его заменить? В позднее рассекреченных материалах под грифом «Тысячелетняя кровавая война» раскрывается происхождение внутреннего пустого Ичиго. Айзен создал искусственного пустого по имени Белый из душ Шинигами. Белый напал на Масаки Куросаки и заразил ее. Чтобы спасти Масаки, Исин связал с ней собственную душу и силы Шинигами. Позже Белый был унаследован Ичиго, но главное открытие делает не Майя. Белый не является случайным паразитом, который однажды поселился внутри Ичиго. Он слился с его силами Шинигами и стал основой настоящего Зангетсу. Сила, которую Ичиго всю жизнь называет своей, частично происходит от искусственного пустого, созданного Айзеном. Айзену не требовалось самостоятельно создавать замену Ичиго. Замена уже находилась внутри него. Когда Ичиго погибает и Руки пронзает его Занпакто, граница между телом и душой разрушается. Белый получает возможность выйти наружу, а Кьёка Суигетсу заставляет Рукию воспринимать появившуюся сущность как прежнего Ичиго. А память, характер и эмоции погибшего подростка становятся интерфейсом, через который Белый взаимодействует с миром. Комиссия может справедливо возразить, что это звучит абсурдно. Однако прошу обратить внимание на следующую архивную запись. В бою с Улькиорой, Улькиора пробивает Ичиго грудь. Ичиго падает и перестает реагировать. После этого Орихиме зовет его на помощь, но отвечает не Ичиго, отвечает Белый. Он захватывает тело, восстанавливает его боеспособность и продолжает сражение без участия человеческого сознания. То есть мы буквально видим, как человеческое сознание отключается. Белый принимает управление, тело снова начинает двигаться, а окружающие продолжают называть появившееся существо Ичиго. Бой с Улькиорой доказывает, что для функционирования боевого Ичиго присутствие человеческого Ичиго вообще не обязательно. Следующая аномалия связана со скоростью роста Ичиго. Откроем материалы параллельных исследований. У Итадори Юдзи с самого начала официально отмечены невероятные физические способности. Затем он становится сосудом Сукуны. То есть мы видим сразу два источника аномалии: сверхчеловеческое тело и сильнейшее проклятие внутри. А что мы знаем об Ичиго перед началом событий? Он школьник, видит духов, часто дерется. На этом все. Его тело не обладает запредельной силой изначально. Он не обучался боевым искусствам, он не умеет управлять духовной энергией. Но после той ночи Ичиго начинает развиваться не постепенно, а по мере необходимости. Тот же Банкай требует 10 лет тренировок. Ичиго же, хоть и с помощью Йоруичи, но добивается его всего за 3 дня. В итоге, каждое новое сражение раскрывает ровно ту способность, которая понадобится Ичиго на следующем этапе. И Айзен позже подтверждает, что противники были подобраны им намеренно. Мы наблюдаем не естественное развитие человека, мы наблюдаем обновление лабораторного образца, и когда появляется новый противник, Айзен просто снимает очередное ограничение Белого. Ичиго становится сильнее не потому, что тренируется. Тренировки нужны окружающим, чтобы они ничего не заподозрили.
Существует человек, который должен был мгновенно разрушить нашу гипотезу. Исин Куросаки, бывший капитан Готэй-13, опытный шинигами и отец Ичиго. Человек, который должен лучше всех знать духовную природу собственного сына. И если внутри его тела находилось другое существо, почему Исин ничего не заподозрил? Ответ обнаруживается в одном из позднее рассекреченных фрагментов видеохроники. На записи Исин обращается к Кону по имени, несмотря на то, что тот находится в теле Ичиго. Кон спрашивает, как давно Исин понял, что перед ним не Ичиго. Исин же говорит, что заметил это еще во время посещения могилы Масаки. Более того, он специально ни разу не называл Кона Ичиго, когда тот находился в теле его сына. Исина действительно невозможно обмануть одной внешностью. Он знает, когда телом сына управляет посторонняя душа. Но Кон и Белый являются принципиально разными случаями. Кон представляет собой совершенно постороннюю искусственную душу. Белый же находился внутри семьи Куросаки еще до рождения Ичиго. Годы жизни Исина в человеческом теле были частью системы, которая подавляла Белого внутри Масаки. После рождения Ичиго этот пустой передался ему и слился с его силами шинигами. Следовательно, духовное присутствие Белого не могло показаться Исину новым. Он знал об этой сущности с самого начала, и он ожидал, что однажды она проявится в его сыне. То есть мы можем прийти к логичному выводу. Исин заметил изменения в сыне, но принял их не за подмену. Он решил, что Ичиго наконец пробудил силы, которые унаследовал от родителей, хотя в действительности произошло обратное. Не Ичиго получил силу пустого, пустой получил тело, память и имя Ичиго. Но существует и более мрачная версия. Исин мог понять все правильно. Он мог осознать, что человеческая часть его сына погибла. Однако перед ним оставалось существо, которое помнило его, любило сестер, считало Масаки своей матерью, злилось на отца и всячески проявляло эмоции, хотела защищать семью и искренне называла себя Ичиго Куросаки. Что должен был сделать Исин? Уничтожить его? Сообщить дочерям, что их брат мертв? Потребовать, чтобы духовная сущность покинула тело? Или продолжать считать сыном того, кто продолжал вести себя как его сын? Исин уже однажды отказался от жизни шинигами ради Масаки. В этот раз он мог отказаться от правды ради Ичиго, и это тоже объясняет его молчание. Он годами скрывал, что является шинигами. Не рассказывал Ичиго о матери, не объяснял происхождение Белого, не вмешивался открыто, даже когда его сын сражался с пустыми. Молчание Исина никогда не доказывало неведение. Молчание было его способом сохранить семью. Остается главный вопрос. Если Ичиго погиб, почему он сам считает себя живым? Почему он помнит детство? Почему разговаривает от первого лица? Почему не замечает собственной подмены? Ответ прост. Потому что Ичиго является самым ненадежным свидетелем по вопросу собственной души. Большую часть истории он уверен, что старик Зангетсу является воплощением его дзанпакта, а Белый является врагом, который пытается захватить тело. Но далее выясняется, что все наоборот. Старик подавлял значительную часть его сил, а Белый был основой настоящего Зангетсу. Ичиго не понимал, кто находится внутри него, кто дает ему силу, кто ограничивает эту силу, кто управляет его телом и какое существо на самом деле является его мечом. Поэтому фраза «Я Ичиго Куросаки» не может считаться надежным доказательством. Этот человек не мог правильно определить, кто из двух мужиков у него в голове является его собственным дзанпакта. В финальной битве Ичиго Куросаки побеждает Айзена. По крайней мере, именно так произошедшее описывается в официальных отчетах. Но Айзен собственными руками направлял развитие Ичиго, подбирал ему противников, наблюдал за происхождением каждой новой способности. Он лучше всех понимал, какой силой будет обладать его герой к моменту их встречи. Поэтому институт исключает возможность случайного поражения. Айзен проиграл намеренно. Он завершил собственную часть эксперимента и добровольно покинул игровое поле, позволив занять его следующим фигурам. Пока общество душ считало Айзена обезвреженным, Ичиго продолжал развиваться и вступил в войну с противником, которого невозможно было вывести на поле раньше. Сам Айзен тем временем оказался в самом защищенном месте общества душ. Живой, недоступный для большинства врагов.
и готовый вернуться именно тогда, когда его присутствие снова станет необходимо. Вероятно, заключение никогда не было наказанием. Это была заранее подготовленная позиция, и поражение Айзена являлось не концом плана. Оно лишь освободило поле для следующего этапа. Какова окончательная миссия Ичиго и зачем Айзену понадобилось провести его через войну с Квинси, пока что установить невозможно, ибо наблюдаемая временная линия еще не завершена. Поэтому до поступления новых материалов дело передаем в архив. Но остается еще один вопрос. Почему даже Урахара Киске, единственный человек, которого Айзен считал равным себе по интеллекту, ничего не заметил, не распознал подмену, не остановил эксперимент и продолжал собственными руками готовить Ичиго к каждому следующему сражению? Возможно, потому что Урахара никогда не пытался разрушить план Айзена. Возможно, он помогал его осуществить.